Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем брелок в виде платья. Вы можете сплести его из резинок одного цвета, и тогда у вас получится однотонное платье. А если вы добавите по центру линию резинок другого цвета, то у вас получится платье, возможно, больше похожее на сарафан. Итак, поехали! Плетение мы с вами начнем с создания расширений справа и слева в нижней части платья, поэтому приготовьте ваш станок и расположите его открытыми сторонами столбиков от себя, и чтобы центральный ряд немножко был ближе к вам по сравнению с двумя крайними рядами. В процессе работы накидывать мы с вами резинки будем практически всегда парами, и поэтому берем первую пару и накидываем с первого на второй столбик центрального ряда. Берем еще одну пару, накидываем со второго на третий столбик, еще одну пару с третьего на четвертый. А теперь внимание, берем еще одну пару и накидываем с четвертого столбика центрального ряда на третий столбик правого ряда. Получается немножко назад и по диагонали. Теперь возьмем еще одну пару резинок и продолжим накидывание по центральному ряду с того места, на котором мы остановились. То есть с четвертого столбика на пятый столбик центрального ряда накидываем. Теперь возьмем одну резинку и накинем на последний столбик эту резиночку 4 оборота. Накидываем один раз, накручиваем второй раз, накручиваем, получается, третий оборот и четвертый оборот. Теперь разворачиваем станок открытыми сторонами столбиков к себе, берем крючок и начинаем плетение. Тыльной стороной крючка отводим резинку, которую мы с вами 4 оборота сверху накидывали. Изнутри захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Далее захватываем пару резинок, которая находится выше, и эта пара относится к левому ряду, и накидываем ее на тот столбик, которому она и принадлежит. Продолжаем работать с центральным рядом. Изнутри пару захватываем, накидываем вперед, пару изнутри вперед, и здесь пару изнутри захватываем и накидываем вперед. Теперь приготовьте вот такой крючок, если у вас есть. Если нет, то возьмите зубочистку или карандаш, или палочку просто какую-нибудь, и вставьте ее внутрь самого последнего столбика. Придерживаем резинки пальцем на этом крючке и снимаем их со станка. Когда мы с вами несколько петелек сняли, то нам нужно этот крючок вставить еще и в столбик левого ряда, сняв все 4 петельки и с него. И теперь до конца уже снимаем. У нас получилась одна заготовочка, одно расширение для платья. И теперь поставьте это видео на паузу или промотайте немножко назад и сделайте еще одну такую заготовку. И далее мы с вами продолжим работу. Я же подготовил ее до начала урока, и поэтому продолжаем. Разворачиваем станок открытыми сторонами столбиков от себя и накидываем сейчас основную часть платья. Тоже будем накидывать парами. Берем пару и накидываем с первого на второй столбик правого ряда, со второго на третий столбик правого ряда и так далее. По правому ряду нам нужно накинуть всего 9 пар резинок. 2 у нас есть, далее идет третья пара, далее идет четвертая пара, пятая пара, шестая пара, седьмая, восьмая и, наконец, 9 пара. По правому ряду мы накинули 9 пар резинок. Точно так же нам нужно сделать и на левом ряду, то есть накинуть 9 пар резинок. Готово. Возвращаемся к началу станка и обращаем внимание на третьи столбики правого и левого ряда. Возьмем по паре резинок и накинем с третьего столбика левого ряда на четвертый столбик центрального ряда.
С правой стороны поступим точно так же. Возьмем пару резинок и накинем с третьего столбика правого ряда на четвертый столбик центрального ряда. Центр мы с вами будем делать из другого цвета. Я, например, буду зеленый цвет использовать. Вы можете выбрать тот, который вы сами захотите. И вперед по центральному ряду, вот отсюда, нам нужно накинуть 7 пар резинок. Накидываем одну, накидываем далее вторую, далее третья, далее четвертая пара, пятая пара, шестая пара и, наконец, седьмая пара зеленых резинок у нас с вами сюда накидывается. Теперь это платье нам нужно закруглить здесь, поэтому мы с вами берем в этот раз по одной резинке, а не по две, и накидываем с последнего столбика левого ряда на последний столбик центрального ряда с левой стороны, и с правой стороны точно так же накидываем с последнего на последний столбик. Теперь мы с вами будем накидывать резинки поперек этого платья. Берем сначала одну, закручиваем ее на пальцах в 2 оборота. И накидываем, давайте считать, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Накидываем на пятый столбик левого ряда и на пятый столбик правого ряда эту двойную резиночку. Берем еще одну, тоже закручиваем ее на пальцах в 2 оборота и ее будем накидывать треугольником. Вот здесь. Треугольник должен смотреть на нас. Теперь возьмем еще одну резинку желтого цвета. В этот раз никаких оборотов не нужно с помощью нее делать, а просто одинарную накидываем. Далее, получая треугольник, берем еще одну, накидываем еще чуть далее, получая треугольник. И еще одну накидываем немножко ниже. Готово. И возвращаемся к тем заготовочкам, которые мы с вами чуть раньше делали. Смотрите, у нас есть здесь 4 петельки и здесь 4 петельки. Здесь короткая сторона, здесь длинная сторона. Нам нужно сначала 4 петельки короткой стороны снять, либо с помощью крючка, либо с помощью пальцев, и накинуть на самый последний столбик левого ряда. Берем, натягиваем и накидываем все петельки, их 4 штучки здесь, на последний столбик левого ряда. И вытаскиваем немножко крючок. У нас еще 4 петельки остались, и их нужно накинуть на пятый столбик. Раз, два, три, 4, 5. То есть, по сути, мы 3 пропускаем, и на пятый, раз, два, три, на пятый накидываем. Опять же, все натягивая 4 петельки, которые здесь находятся. И одна заготовка у нас закреплена. Все прекрасно. Теперь давайте еще одну такую заготовочку возьмем. Тоже возьмем 4 петельки короткой стороны. Накинем на самый правый столбик. А другую часть накинем на пятый столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот сюда накидываем. Натягиваем все резиночки, которые здесь у нас находятся, и накидываем на этот столбик. Отлично. Разворачиваем станок открытыми сторонами столбиков к себе. И сейчас начнем плетение. Но прежде чем начать, возьмем одну резинку желтого цвета и накинем на самый ближний к нам столбик центрального ряда 4 оборота. Сейчас я тут немножко поправлю. Так, и накидываем сюда 4 оборота. Один накинули, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Плетем. Берем крючок, тыльной стороной отводим ту резинку, которую мы сейчас накидывали. Захватываем резинку, которая находится выше всего. В моем случае эта резинка относится к левому ряду, и поэтому накидываем ее на левый столбик. Берем следующую изнутри. Это резинка одинарная. Она относится к правому ряду, и я накидываю ее на столбик правого ряда. И теперь у нас осталась пара, которая относится к центру. Снимаем ее отсюда и накидываем вперед. Давайте так центр и продолжим. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Далее опять изнутри вперед. Изнутри вперед. И так до конца этого центрального ряда. Ну, у нас буквально
Тут 2 ростка осталось. Готово. Теперь давайте скинем вот эти диагональные резинки на те ряды, которым они принадлежат. Захватываю верхнюю пару. В моем случае она относится к левому ряду, и поэтому я накидываю ее на столбик левого ряда. Следующую пару захватываю и накидываю на столбик правого ряда. Отлично. Теперь нам осталось сплести левый и правый ряд. Здесь тоже все очень просто. Но для того, чтобы вам было лучше видно и проще, вот эту заготовочку можно немножко пальцами отвести в сторону. И здесь мы с вами изнутри захватываем нижнюю пару, выводим ее сверху сквозь все резинки и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тыльной стороной крючка отводим треугольную резинку, изнутри пару захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь опять тыльной стороной отводим треугольную, захватываем пару, накидываем вперед. Отводим треугольную, захватываем пару, накидываем вперед. Здесь тоже отводим все лишние, изнутри захватываем пару, накидываем вперед. И здесь буквально нам осталось несколько петелек. 1, 2, 3 и, наконец, 4. Готово. С левым рядом мы с вами успешно справились. Теперь давайте с правым рядом поработаем. Захватываем изнутри пару желтых резинок с последнего самого столбика и накидываем вперед. Далее отводим треугольную, изнутри пару захватываем, накидываем вперед. Далее изнутри пару вперед. Далее изнутри пару и накидываем вперед. И здесь изнутри накидываем вперед. И так гоним до конца этого ряда. 1, 2, изнутри, 3 и 4. Отлично. Берем теперь 2 резиночки желтого цвета. Одна у нас будет для закрепления правого ряда, другая для закрепления левого. Берем крючок и вставляем его в последний столбик левого ряда. Накидываем сюда резинку и натягиваем ее. Высовываем сверху. И теперь сделаем петельку. Второй конечек накидываем ближе к крючку. А другую резиночку мы с вами берем, натягиваем и проводим сквозь себя же. И здесь по центру натягиваем эту петельку. Она у нас затянута. Все отлично, ничего не распустится. С правой стороны поступаем точно так же. Изнутри захватываем резинку, выводим ее сверху. И делаем петельку, проведя резинку внутрь самой себя. Затягиваем ее сверху. Готово. Платье у нас есть. И теперь мы с вами можем его снять со станка. Лучше всего делать это, помогая себе крючком. Вот таким образом. Тогда резинки у вас не порвутся и не будет слез, печали и расстройства по поводу разорванных резинок, по поводу того, что жизнь не удалась. Вот такое платье у нас с вами получилось. Нам осталось его немножко расправить внизу, чтобы было похоже немножко на треугольник формой это платье. Поэтому мы вот эти заготовочки натягиваем немного. Так, и сверху у нас петельки торчат. Чтобы они не торчали, мы, как обычно, их вплетем куда-нибудь внутрь. Я делаю это следующим образом. Внутри первой петельки я провожу крючок и захватываю эту верхнюю одинарную петлю, вывожу ее здесь. Далее крючок завожу внутрь следующей петли и захватываю одинарную, вывожу ее далее, здесь. Дальше мы с вами где-нибудь вот здесь заведем крючок, захватим эту резиночку и проведем внутрь. И вот мы с вами одну лямку полностью вплели. Вот такую петельку внутрь. И теперь она у нас не торчит. А за эту петельку вы можете повесить это платье куда-нибудь или на карабин, или сразу на портфель, сумку или куда-нибудь еще. И поэтому ее и вплетать не обязательно. Но если хотите, вы можете ее, конечно, вплести. И тогда будет тоже отлично. Ну что, я надеюсь, данный урок вам понравился. И вы с ним справились и справились.
Используйте различные цвета для создания ваших платьев, проявляйте творчество, а также не забывайте ставить лайки под моим видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте, ссылку на которую вы увидите в описании к этому видео, если, конечно, вы еще не состоите в нашей группе, и пишите комментарии. Пока!